Дорогие коллеги, разрешите открыть научно-практическую конференцию «В России. Часть моей души». Она посвящена памяти великого человека, национального лидера Азербайджанской республики, президента Азербайджанской республики и первого заместителя председателя Совета министров СССР Гейдара Алиева. Это человек, который в ряду исторических героев стоит в одной шеренге с такими людьми, как Деголь, с такими людьми, которые действительно преобразовали государство свое и сделали очень много для его развития, для его процветания. Мы прекрасно помним, что когда в 1993 году в Азербайджане происходили трагические события, которые поставили страну на грань гражданской войны, Гейдар Алиев, благодаря своему политическому опыту, благодаря влиянию, благодаря своему большому уму и умению наладить отношения, выстроить отношения с людьми разных взглядов, смог предотвратить, по сути дела, гражданскую войну, мог предотвратить трагедию, которая могла произойти в то время в Азербайджане. Ведь мы вспомним, что тогда даже иностранные войска уже входили на территорию Азербайджана. Там были войска и Ирана, и Турции. Там была возможность гражданской войны действительно реальная. И он остановил это. Остановил буквально в короткое время, с 93 до 95 года. Всего-навсего прошло 3 года, но 95 год был уже совсем другим. Прошли нормальные выборы президента, был избран действительно глава государства. И глава государства, когда он был избран, он сразу начал политику модернизации страны. Он сразу заключил несколько крупнейших международных договоров. Он провел в Баку крупнейшую международную встречу. Он наладил отношения с Россией. Они стали стабильными, они стали хорошими, они стали дружескими по-настоящему. Когда страны оказывали друг другу помощь, опирались друг на друга во многих вещах дипломатических. А потом, говоря о Гейдаре Алиеве, я не могу не вспомнить ту роль, которую он сыграл в становлении и в строительстве Московского университета. Потому что, когда он был заместителем председателя Совета министров СССР, он сделал очень много для того, чтобы поддержать образование, поддержать те структуры и области образования, которые являлись главными, основными. И тогда руководители Московского университета неоднократно с ним встречались, и действительно очень много было сделано для процветания России. Поэтому Гейдар Алиев – это тот человек, который объединяет наши две страны. Я хотел бы здесь подчеркнуть, что тогда, когда он работал в Москве, Гейдар Алиев курировал очень широкий круг вопросов, в том числе и гуманитарные вопросы. Кстати, это тоже такой исторический момент, именно его подпись стоит под решением Совета министров СССР о реконструкции Третьяковки, что в то время тоже требовало очень больших усилий и, так сказать, определенных там валютных запасов и так далее, но вот Гейдар Алиевич шел на это. Вы знаете, это такая многогранная личность, о которой можно говорить очень долго и очень много. Дело в том, что вот лично в моей жизни так сложилось, что как бы 2 периода моей жизни, и творческой, и уже деятельности как государственного деятеля, связаны с именем Гейдара Алиева. Потому что, ну вот как раз где-то мы во второй половине 60-х появились, а в конце 60-х он пришел к руководству республикой. И поэтому вот все, как говорится, наше становление, ну тогда советского периода будем говорить, и там почетные звания, и возможности, и поездки за рубеж. Ну, знаете, тогда была такая система, что без ведома первого секретаря руководителя республики никто куда не мог бы выехать. И не то, что за рубеж, а даже и московские вояжи, и гастроли по стране. Это все согласовывалось с Центральным комитетом, а значит и с ним самим. И он очень внимательно относился к деятелям культуры. И особенно к молодым деятелям культуры, понимая, что это будущее нашей страны. И в политическом плане я должен сказать, что вот когда в Советском Союзе появилось понятие диссидентства, и стали некоторых молодых писателей, драматургов, значит, деятелей культуры, в том числе и композиторов, обвинять вот тех, кто писал додекафонную музыку,
те, кто с точки зрения идеологии Советского Союза не вписывались в эти идеологические рамки, вот в Азербайджане как бы не было диссидентов. И однажды Гейдара Алиевича спросили в Москве, в Центральном комитете, а что в Азербайджане все вот настолько спокойно, что у вас, так сказать, даже нет диссидентов? Гейдар Алиевич сказал, а вы знаете, мы их не ищем. Вот это емкая фраза, потому что при желании весь цвет сегодняшней литературы, это и Анар, и Эльчин, и Максуд, и Рустам Ибраев, всех можно было, и Юсиф Самедоглу, всех можно было бы обвинить в диссидентстве, потому что они по тем временам писали довольно острые рассказы, повести, романы, и при желании всех можно было бы приструнить. Но Гейдар Алиевич именно берег свою вот ту молодую интеллигенцию, которая впоследствии стала, так сказать, элитой уже современного Азербайджана. Я хотел бы сказать несколько слов о том, чего не говорилось. И то, что является действительно наследием, сказать, Алиева, и то, что реализуется сейчас в Азербайджане под руководством его сына Ильхама Гейдаровича и продолжает развиваться, и имеет непреходящее значение не только для Азербайджана, и даже не только для и Российской Федерации, конечно, и всего постсоветского зарубежья, и даже шире. Ну, два момента. Первое касается постсоветского пространства. Только в Азербайджане, сказать, благодаря усилиям Гейдара Алиевича, реализована программа русского языка, которая имеет беспрецедентное, так сказать, по сравнению с другими странами постсоветского пространства, в том числе и славянского, так сказать, славянских корней. В Азербайджане до сих пор есть, я это знаю не понаслышке, я просто это видел, детские сады, школы, университеты, в которых ведется преподавание и обучение на русском языке. Это не только какие-то, сказать, воскресные школы там или сказать, по субботам. Это нормальный учебный процесс, нормальный процесс воспитания. И учитывая, что сама русская диаспора в Азербайджане не такая большая сейчас, примерно 30 тысяч, так сказать, русскоязычного населения, русской диаспоры, русскоязычное население гораздо огромное, гораздо больше. И это ведь те самые детские сады, сектора в вузах, школы, в которых учатся азербайджанцы. В общем, вопрос вот этого, который страшит многие элиты постсоветского зарубежья, что русский язык как бы растворяет, так сказать, самобытность национальной культуры, в этом, так сказать, надо его всячески лимитировать, ограничивать, что иначе национальная культура не развивается. Азербайджан показывает обратный пример. Азербайджанская культура не только развивается, она обогащается, и учитывая то, что русский язык все-таки является языком межнационального общения не только на постпространстве, но и шире, это наоборот подпитывает, и вы можете, не то что можете, а это в принципе совершенно свободно разговаривать на русском языке во всем Азербайджане, и одновременно это никак не принижает азербайджанского языка и его культуры, и наоборот это сочетание. Это действительно конкретное решение проблемы в рамках, сказать, постсоветского пространства, которое, к сожалению, надо признать, и мы это тоже в этом должны признаться, очень долго замалчивалось. Заслуги эти бесспорны. И главное, что удалось перейти от того, чего, собственно, было достаточно распространенным явлением, об незнании о существовании этого, сказать, государства в мире, к его полному признанию, уважению и, сказать, в общем, приятию не только государства, но и его роли, и его места в мировой политике, что тоже заслуга первого президента независимого Азербайджана в 90-е годы.